Итак, пятая серия нашего мини-сериала по самостоятельной сборке кораблика для рыбалки. И как я обещал, в этой серии мы будем устанавливать рулевое управление. То есть мы научим наш кораблик поворачивать влево и вправо. Кстати, прошла целая неделя. Клей, который фиксирует грибной вал и мотораму, полностью застыл. И поэтому мы уже можем спокойно продолжать. Значит, лично для меня этот этап показался таким самым сложным и самым непонятным. Я все никак не мог определиться, как и из чего изготовить кронштейн для фиксации рулевого механизма. И поэтому я решил этот кронштейн изготовить за кадром, чтобы у меня была возможность немного поэкспериментировать и выбрать наилучший вариант. Ну и вам уже показать готовый, проверенный, правильный результат. Значит, кронштейн получился вот такой. Я чуть позже более подробно о нем расскажу. И также помимо кронштейна я еще за кадром просверлил вот здесь вот в днище отверстие, из которого будет выходить вал пера руля. Потому как если бы я его не просверлил, то просто бы не было возможности нормально изготовить сам кронштейн. Но в любом случае я все подробно расскажу и покажу. И вместе с вами мы, конечно же, все это дело установим в кораблик. Во второй серии я делал полный обзор на все запчасти, из которых мы будем собирать наш кораблик. Кстати, кто не видел, зайдите, посмотрите, там довольно интересно. И плюс я в описании или в комментариях оставлял ссылки абсолютно на все эти запчасти. Но сейчас я хочу отдельно остановиться именно на запчастях, из которых мы будем собирать наш рулевой механизм, поскольку здесь есть пару важных моментов, о которых мы сразу же и поговорим. Значит, нам понадобится сервопривод. Этот сервопривод нам позволит дистанционно с помощью пульта управлять рулем. Сервопривод рекомендую брать не самый дешевый. Желательно, чтобы у него внутри были металлические шестеренки, так будет гораздо надежнее. Ну а по мощности не нужно брать самый мощный. Например, на бункер я взял сервопривод с нагрузкой 25 килограмм. Ну там понятно, этому сервоприводу нужно усилия, чтобы открыть сам бункер. Ну и плюс еще в этом бункере будет какой-то определенный вес, и усилия надо хорошие, с запасом. Здесь у этого сервопривода задача просто, чтобы поворачивать перо руля. Там нагрузка совсем небольшая. И если я не ошибаюсь, именно вот у этого сервопривода нагрузка 1,5 килограмма. Это минимальная нагрузка, на самом деле там немного больше. Теперь также нам понадобится сам руль. На Алиэкспрессе их довольно большой выбор. Я взял самый крупный размер, поскольку у нас корпус также крупный. Высота у этого пера, по-моему, 51 миллиметр. Вот. Сделан он из прочного пластика, по-моему, это нейлон. Здесь идет ось из нержавейки диаметром 3 миллиметра. И вот такая вот трубочка, которая надежно фиксируется в корпусе. И вот такая вот пластиковая шайбочка. Теперь нам надо купить вот такие вот качельки. Значит, одна качелька с зубцами в середине. И также есть зубцы на самом сервоприводе. То есть эта качелька именно для сервопривода. С помощью этих зубцов мы можем качельку поставить в любом положении, как нам надо, и она будет зафиксирована. Ну, здесь еще вкручивается винт, который ее надежно притягивает. Так, с зубцами, значит, качелька для сервопривода. И еще нам нужна качелька. Я вот нашел, она желательно, чтобы была по размеру такая же, как и вот эта, чтобы они были максимально одинаковые по длине. Но у нее нет никаких зубцов, здесь просто гладкое отверстие диаметром 3 миллиметра. Эта качелька нужна для фиксации на самом руле. Здесь есть вот такой гужон, который ее фиксирует тоже в том положении, в котором нам необходимо. Вот. Конечно, с рулем в комплекте есть качелька вот такая вот, но она какая-то, как мне кажется, слишком хлипкая. Она сделана из тоненького пластика. И здесь нам нужно будет рассверливать отверстия для вот этих вот фиксаторов тяг. И если мы здесь просверлим отверстие, то она просто развалится. Здесь очень тоненькие стеночки.
То есть разница как бы есть, да, вот. Поэтому на нее даже не рассчитывайте, сразу ищите вот такую вот качельку с диаметром 3 мм, чтобы одеть на перо руля. И также нам надо еще вот такие вот фиксаторы рулевых тяг. Тоже не нужно брать самые дешевые. Это, кстати, одни из самых дорогих. Они сделаны из нержавейки. То есть здесь принцип какой? Мы этот фиксатор рулевой тяги фиксируем на качельке, на вот этой и на вот этой. И между ними будет вставляться металлическая тяга, и они будут работать синхронно. Значит, немножко еще по поводу фиксации. Как правило, в этих качельках в середине есть резьба. Вот где сейчас установлена вот этот бочоночек. Там есть резьба в этой качельке. Мы на эту резьбу внимания вообще не обращаем. Просто берем наш бочонок. Так, не то взял. Ага, вот он. Берем наш бочонок. Меряем диаметр вот этой ножки. Это у нас 3,5 мм. Берем сверло на 3,5 мм. Можно даже на 3,6, чтобы она свободно вращалась. Здесь просверливаем прямо через эту резьбу. И вставляем. Снизу я подложил на всякий случай 2 шайбы. И зафиксировал гайкой, самоконтрящей гайкой. То есть это гайка с пластиковой вставкой, которая сама по себе никак не раскрутится. Кстати, эти гайки тоже идут в комплекте с этими бочонками. И получается, что мы просверлили отверстие под ножку нашего бочонка, вставили его, снизу положил 2 шайбы и зафиксировал с тем усилием, которое нам необходимо. Потому что если бы гайка здесь была обычная, нам пришлось бы затягивать очень сильно, но нам это не подходит. У нас этот бочонок должен свободно вот так вот вращаться на этой качельке. То есть зафиксировали. Усилие нужно сделать такое, чтобы оно не шаталось, но при этом, чтобы был свободный ход, чтобы было свободное вращение. Я это уже сделал заранее. То есть вот зафиксировал 2 бочонка на качельке сервопривода и 2 бочонка на качельке пера руля. И если вот так их представить, то желательно, чтобы они были максимально вот на одном расстоянии. Вот так даже можно взять. Вот так. Так, с этим, я думаю, понятно. И, конечно же, нам еще надо сама рулевая тяга. Рулевую тягу мы будем делать из обычной велосипедной спицы. Ну, как из обычной. Это велосипедная спица, сделанная из нержавейки, и диаметр у нее 2 мм. Как раз вот отверстие в фиксаторе рулевой тяги тоже 2 мм. То есть она сюда свободно будет заходить. Сейчас, конечно, здесь резьба на спице, она мешает, она чуть-чуть толще, и сюда она сейчас не вставляется. Но резьбу мы обрежем, и она свободно сюда зайдет. А потом вот этим вот гужоном сверху с помощью шестигранника мы эту тягу зафиксируем. Вот, поэтому еще нужна спица из нержавейки. Диаметр 2 мм. В принципе, это все, что нам понадобится для создания рулевого механизма. И сейчас немного поговорим об вот этом вот отверстии. Сейчас я немножко переставлю камеру и продолжим. Изготовление и установка рулевого механизма начинается именно с вот этого вот отверстия. И очень важно, чтобы оно было правильного диаметра, и еще более важнее, чтобы оно располагалось в правильном месте. Что касается диаметра. Берем вот эту вот трубку, меряем ее диаметр. В моем случае это 6 мм. Но я взял сверло не на 6 мм, а на 5,9. И этим сверлом сделал отверстие в нашем днище. За счет того, что отверстие в днище получилось немного меньше, чем сама трубка, она туда
не проваливается, не болтается, не выпадает потом из корпуса, а очень плотно запрессовывается в корпус. Это нам дает как минимум два хороших преимущества. Во-первых, у нас хорошая герметичность, нам не нужно будет использовать большое количество клея. И второе преимущество такой плотной посадки в том, что когда мы туда трубку запрессуем, она у нас не будет болтаться, будет достаточно хорошо зафиксирована даже без клея. И это нам позволит нормально, комфортно изготовить кронштейн, потому что сразу трубка не клеится. Вначале она туда вставляется на определенную высоту, потом под эту высоту подгоняется уже сам кронштейн, и затем уже кронштейн вместе с трубкой вклеиваются в корпус практически одновременно. Поэтому рекомендую сверло брать немножко поменьше, чем сама трубка, чтобы она туда плотненько запрессовывалась. Хорошо, что пластик позволяет это сделать. Теперь расположение. Это еще более важный параметр. Значит, вначале вот это расстояние. Понятно, что между этих стенок отверстие должно быть четко посередине. Оно должно быть строго напротив грибного вала. Это очень важно. Ну, а вот это вот расстояние от края вала до края корпуса я выбирал по такому принципу. Вставляем, сейчас временно сюда вставим перо. Так вот, это расстояние должно быть таким, чтобы при зафиксированном пере руля мы в дальнейшем смогли снимать винт. Потому что винт у нас съемный, а перо руля уже никак не снимается, то есть оно фиксируется, потом корпус склеивается и все. А винт нам нужно будет менять. Поэтому делаем такое расстояние, чтобы его можно было снять. У винта, как вы видите, довольно широкий, ну точнее довольно длинный вот этот корпус, и надо достаточно большой запас расстояния. Вот. Тут получается вообще впритык. Но тем не менее можно спокойно открутить гаечку и снять винт. Вот так. Поэтому запоминаем. Вот это расстояние четко по центру, четко напротив вала. А вот это расстояние делаем таким, чтобы при установленном руле вот это расстояние нам позволяло снимать винт. Вот и все. Теперь, когда мы сделали это отверстие, можно приступать к изготовлению кронштейна. Что я делал дальше? Я отверстие просверлил, на определенную глубину запрессовал туда эту трубку. Потом можно будет корректировать, но я ее сразу запрессовал, чтобы торчало там где-то миллиметра 4. И также мы видим вот здесь, я надеюсь на камеру видно, есть такая вот возвышенность вот здесь на корпусе. У нас перо не должно касаться этой возвышенности. Оно должно свободно здесь ходить, но при этом и сильно не торчать из корпуса. Так, это мы выставили. Ну, я же говорю, потом можно будет подкорректировать. Вставили туда трубку. Вот она, как видите, держится, ничего не выпадает. Все очень плотненько. Теперь переворачиваем корпус и занимаемся кронштейном. Итак, прежде чем начать изготавливать кронштейн, нам необходимо найти на корпусе как минимум две ровные плоскости, за которые мы сможем зафиксировать этот кронштейн. В моем случае мы видим, что здесь находится выпуклость. Это место нам не подходит. Но вот здесь вот есть у нас ровная плоскость. Одна и ровная плоскость вот здесь. И вот уже под эти плоскости мы будем ориентироваться. Мы сможем здесь хорошо приклеиться и сможем здесь тоже хорошо, надежно приклеиться. Приклеивать кронштейн будем тоже на клей титан, так же как мы приклеивали мотораму и фиксировали грибной вал. Значит, вот что у меня в итоге получилось. Я долго думал, с чего же его сделать. Вначале думал, может сделать из пластика, но пластика у меня подходящего нету, да там надо что-то
клеить, что-то мудрить, нормально пластик согнуть не получится. И я подумал, что в идеале подойдет алюминий, так же как и Motorama. Доступный, легкий, хорошо гнется, поддается обработке. То есть материал, в принципе, для этого, можно сказать, идеальный. И я нашел у себя в гараже вот такой какой-то старый алюминиевый оконный отлив. От него отрезал полоску вот под эту вот ширину. Тут ширина 45 миллиметров. И с этой полоски уже начал выгибать. Толщина материала 1,5 миллиметра. Все довольно жестко. Ну и при этом он вообще абсолютно ничего не весит. То, что нам надо. Вначале я согнул площадку, которая стала вот сюда. Затем померил расстояние и согнул вторую площадку, которая у нас приклеится вот сюда. Значит, здесь это будет выглядеть вот таким вот образом. Что важно? Значит, когда мы его устанавливаем, нам необходимо с днища чем-нибудь длинным наметить. Ну, вот этого отверстия, что у нас получается здесь не будет. Нам нужно снизу чем-то наметить приблизительно, где просверлить это отверстие. Если это отверстие в днище мы делали плотным, то здесь наоборот мы делаем его больше. Например, если у меня трубка 6 мм, то я просверлил отверстие 7 мм. Почему так? Потому что за счет того, что здесь вот такое вот довольно большое расстояние получается, высота, максимально точно не получится просверлить никаким образом. Поэтому оно делается больше. За счет этого мы можем, у нас есть люфт, мы можем саму трубку выставить ровно. То есть уже будем смотреть на перо, смотрим на перо и выставляем, чтобы оно было во всех плоскостях ровно, особенно по отношению к гребному валу. Вот. И затем вот здесь мы проклеим титаном, он себе там будет застывать. А здесь чисто для поддержки, потому что, видите, трубка длинная, она болтается. А здесь мы для поддержки вот это вот обмажем термоклеем, он быстро себе застынет и трубку зафиксирует. А тот нижний клей уже будет себе там застывать хоть неделю, хоть две. Вот. Здесь мы вырезаем отверстие под сервопривод. Сейчас вставим, покажу. Под сервопривод. Я его сделал специально пошире, для того, чтобы у нас был люфт. И когда все это будет установлено, потому что сразу, когда оно еще все находится в руках, тяжело будет точно выставить. Мы с помощью этого люфта можем выставить сервопривод ровно напротив вот этой вот трубки. И еще, что касается кронштейна, очень важно вот эта вот высота. Как эту высоту подобрать? В идеале, чтобы эта высота была такой, чтобы у нас вот эти вот качельки были на одной высоте. Чтобы мы могли вставить вот так вот ровненько вот такие прямые отрезки вот этих вот рулевых тяг. Конечно, если у нас каким-то образом получится, например, вот это ниже, а вот это выше, или же наоборот, мы можем эти тяги, сейчас покажу, так, мы можем их согнуть, ну, например, вот таким вот образом. То есть не прямую сделать, а с помощью самой тяги вот это вот, вот этот перепад высот вот так вот компенсировать. Но это лишний геморрой. Это надо выгнуть две тяги абсолютно одинаково и идеально ровно. Еще и угадать с вот этим вот перепадом. Поэтому проще выставить их на одной
высоте и сделать просто, вставить прямые тяги. Я так и сделал. С этим все получилось. Конечно, если у нас получается вот это вот, например, ну вот это получается, например, выше, а вот это ниже, то мы можем вот эту трубку немножко самой трубкой сыграть. Мы можем ее или достать, отсюда чуть-чуть достать, или наоборот туда чуть-чуть больше впрессовать. Но это если, конечно, там разница буквально там, в миллиметр, в полтора. Потому что мы же тоже не можем ее там до крайности или опустить, или поднять. Вот такая вот получается ситуация. Ну и последнее по кронштейну, это, как и в мотораме, мы делаем в тех местах, где будет приклеиваться, мы делаем отверстие, чтобы здесь лучше схватился клей, чтобы он отсюда вылез. Мы еще здесь наложим такие хорошие валики по периметру, и все это дело будет отлично держаться. Думаю, здесь нет ничего сложного. Алюминий гнется очень хорошо. Я в тесочках его согнул, у меня с первого раза все получилось. Единственное, что надо поиграться с вот этими вот наклонами, потому что здесь вот эта стенка идет не ровно вот так, а под наклоном. То есть, как видим, это тоже у меня получилось под наклоном. И вот здесь площадка тоже, она не прям вот такая ровная, она чуть-чуть тоже идет под наклоном вот туда. И здесь тоже сделал чуть-чуть под наклоном. Это все выгибается, выставляется и подбирается. Также здесь делаем отверстие, и вот такими винтами под шестигранник я буду фиксировать наш сервопривод. И что еще важно? Значит, рассказываю. У нас электроники в корабле сейчас нет абсолютно никакой, но нам придется временно сервопривод подключить к радиоприемнику, чтобы он у нас законнектился с пультом. Для чего это надо? Когда у нас сервопривод находится без питания, он вот так вот вращается вручную с определенным усилием. И у нас вот этот вот вал может находиться в любом положении. И мы, допустим, установим это все дело, выставим ровно, у нас качелька должна вот так ровно стоять. То есть перпендикулярно корпусу сервопривода. Так мы вот это вот выставим, а потом, когда мы дадим питание на сервопривод, и он законнектится с пультом, он имеет такую функцию, когда он коннектится с пультом, этот вал автоматически выставляется в ровное положение. И если мы, например, вот сейчас вот зафиксируем вот так, все это скрутим, а потом в дальнейшем подключим пульт, и сейчас этого делать не будем, у нас он, когда станет в свое ровное положение, потому что сейчас мы не знаем, где у него ровное положение, у нас, соответственно, все это перекрутится и изменит свою, ну, все вот эти параметры. Вот мы сейчас выставим ровненько, подключаем, а оно у нас перекосится. Поэтому сейчас подключаем радиоприемник, подключаем сервопривод и покажу, что у нас получится. Так, ну вот, для лучшей наглядности я все-таки зафиксировал сервопривод в нашем кронштейне. Именно в таком положении он будет располагаться. И теперь ставим сюда качельку. Пока не будем ничего прикручивать, просто ее поставим. Она тоже вот именно в таком положении должна находиться всегда. Сейчас мы подадим на сервопривод питание, и он у нас отцентрируется, и мы посмотрим, правильно или неправильно у нас стоит эта качелька. Это проверять нужно именно на данном этапе, потому что если мы сюда поставим уже тяги, и у нас вдруг эта качелька сейчас провернется, то там может случиться что-то нехорошее. Или сгорит сервопривод, или погнутся тяги, или, ну, даже не знаю. В общем, ничего хорошего из этого не будет. Нам надо найти, чтобы вот в нейтральном положении у нас качелька располагалась именно вот так, перпендикулярно сервоприводу. Пока вот так его приставим сюда на свое место. Для того, чтобы нам сервопривод соединить с пультом, ну, понятно, нам понадобится сам пульт. Также
регулятор. С помощью регулятора мы сейчас сможем подать питание на приемник. Ну и, соответственно, сам приемник. То есть регулятор, приемник и пульт. И, конечно же, источник питания. Поскольку аккумулятор мы еще не собирали, используем блок питания. Ну, тот же блок питания, что мы использовали, когда проверяли двигатель. Для регулятора достаточно 5-6 вольт, и все будет работать. Значит, берем клеммы, соединяем плюс-минус. Так, здесь важно не перепутать. Это на моторе, в принципе, без разницы полярность, а здесь полярность очень важна. Так, подключили клеммы блока питания на регулятор. Теперь от регулятора вот этот вот трехпиновый коннектор мы подсоединяем к приемнику. Здесь можно поставить его на первый канал. В принципе, приемнику без разницы, от какого канала запитываться. Главное, чтобы этот канал просто был свободный. Всегда вот эти трехпиновые коннекторы ставим белым проводом вверх. Красный центральный это плюс, черный нижний это минус, и белый всегда вверху это сигнальный провод. И теперь нужно подключить сервопривод к приемнику. Но нам для этого надо знать, на какой канал его подключать. По настройке пульта будет отдельное видео. Также, в принципе, и по подключению электроники будет отдельное видео. Но сейчас я вынужден это показать, потому что это важный этап. Заходим в меню, в настройки. И здесь есть такой пульт дисплей. И дисплей нам показывает, какой рычажок, какая тут кнопочка, за какой канал отвечает. Нам надо лево-право. Ну, допустим, вот на этом левом стике. Вот. 4. Этот левый стик на 4 канале, а вот этот вот на 1 канале. Вот. Первый канал мы уже заняли питанием, поэтому воспользуемся 4 каналом. Выключаем пульт. Подключаем сервопривод на 4 канал приемника. Тоже белым проводом вверх. Все, подаем питание. Так, загорелась лампочка на приемнике и на регуляторе. Значит, подключили все правильно. Пока мы не включили пульт, сервопривод никак ни на что не реагирует. И вот сейчас будем включать пульт. Смотрите, сейчас даже ближе сделаю. Смотрите на качельку сервопривода. Вот я сейчас только включу пульт, оно законнектится, и он сразу поставится в центральное положение. Видите, насколько у нас неправильно было установлено? Вот если бы мы это все включили, когда все это было бы все в связке, то было бы что-то нехорошее. Получается, нам теперь надо, когда он находится в центральном положении, нам нужно взять, снять эту качельку и поставить вот так. Все. Вот это уже, кстати, можно даже винтом фиксировать. Это уже на постоянку. Есть. Зафиксировали. Ну и можем проверить теперь. Вот у нас право, лево. То есть пульт выключаем, включаем. И у нас сервопривод уже выставлен так, как надо. Поэтому не зря мы все это дело подключили. Казалось бы, вроде бы такая мелочь, но эта мелочь очень важная. И из-за этой мелочи могла бы случиться какая-нибудь неприятность. Так, и еще забыл про один важный момент. Перед тем, как приклеивать кронштейн, нам нужно проверить, или на правильную глубину мы вставили вот эту вот трубку.
как я уже сказал, в идеале, чтобы вот эти вот качельки были на одном уровне, чтобы нам не пришлось сгибать рулевую тягу. Для этого мы берем, вставляем, снизу вставляем перо руля, потом одеваем вот эту вот пластиковую шайбочку, которая шла в комплекте. Обязательно про нее нельзя забывать, потому что она тоже дает высоту. Одеваем, можно не прикручивать, одеваем сюда качельку, поворачиваем ее вот так и сервопривод тоже поворачиваем вот так. И когда они приблизились, можно вот так сбоку посмотреть и увидеть, что они находятся абсолютно на одной высоте. То есть в таком варианте мы сможем поставить прямые рулевые тяги и их не сгибать. Значит, мы угадали и на правильную глубину вставили трубку в корпус кораблика. Все это снимаем и подготавливаем к склейке. Так, ну вот я уже подготовил наш клей. Первым делом перед окончательной приклейкой нам, конечно же, надо вот эти вот места, где будет клей соприкасаться с пластиком. В этих местах пластик необходимо зашлифовать наждачкой, чтобы убрать вот эту вот глянцевую поверхность. Я уже это все сделал. Вот здесь и, конечно же, вокруг трубки обязательно. Теперь берем какой-нибудь растворитель. У меня это бензинчик Калоша. И эти места обязательно обезжириваем. И вот здесь вокруг трубки тоже. Убираем всю пыль, чтобы у нас было максимальное сцепление с клеем. Ну и будем клеить в такой последовательности. Вначале мы обмазываем клеем вот здесь вокруг трубки, а затем уже будем клеить кронштейн с сервоприводом. Так, проверяю, или он тут не застыл. Не, все нормально. Наносим клей вокруг трубки. Теперь возьму кисточку, хорошо здесь его размажу. Чтобы он полностью проник вот здесь вот возле днища. Такой тоненький слой в начале. Вот так буквально по кругу. Раз. И теперь уже можно тут чуть-чуть добавить. Мы, конечно, добавить можем и потом, когда уже будет кронштейн приклеен, но туда уже будет не так удобно. Он перекроет частично доступ. Есть. Вокруг трубки намазали. И теперь намазываем кронштейн. Кстати, на самом металле тоже вот эти места, которые будут приклеиваться к пластику, тоже надо зачистить, желательно крупной такой наждачкой. Так, намазали и устанавливаем. Так, где тут у нас? Прижимаем.
Теперь на этом этапе еще рекомендую сделать вот так. Поворачиваем сервопривод сюда. Ну, то же самое, что мы делали до этого. Кстати, можно вставить, чтобы не держать, можно сверху вот так вставить это перо и посмотреть, или они или качельки на одном уровне. Потому что еще самим кронштейном можно сыграть неплохо. И вот, допустим, сейчас я вижу, что сервопривод чуть-чуть выше. Я его наклонил, и оно выровнялось. Ну, точнее, не наклонил, а чуть-чуть нажал на него, и оно стало на одном уровне. Так, смотрим. Все на одном уровне. В принципе, вот так. Вот этот тонкий слой, который мы намазали, он сейчас немножко прихватится. И тогда мы уже, ну как с моторами мы делали, тонкий слой прихватился, и потом мы сюда наложим уже такие хорошие валики из клея, ну, чтобы для лучшей надежности, чтобы клей не только снизу прилегал к металлу, а еще по бокам, чтобы он его лучше зафиксировал. И пока это все дело подвижное, тоже будет не лишним вставить снизу это перо и визуально посмотреть, как оно стоит по отношению к грибному валу. Потому что пока клей не застыл, оно у нас еще такое подвижное, можно где-то куда-то сыграть. Лучше это обнаружить на этом этапе, чем потом, когда клей застынет. Так, ну в принципе ровно я вижу. Все, теперь ждем минут, ну лучше минут 30 подождать, чтобы вот этот тоненький слой схватился, и потом еще добавим. Я пока за кадром немножко здесь подправлю и еще раз все перепроверю, потому что на камеру это не совсем удобно делать. Так, ну в общем прошло примерно полчаса, тонкий слой клея в принципе застыл, еще конечно не полностью, но он схватился, то есть сам кронштейн уже не шевелится, пока не буду сильно его шевелить. И я уже сюда добавил побольше клея, вот перекрыл клеем все вот эти отверстия, полностью залил вот эту металлическую площадку. И то же самое сделал вот на этой площадке. И также еще добавил такие валики из клея вот в этот угол, вот сюда. То есть тут есть возможность тоже дополнительно закрепиться к пластику. И вот в этот верхний угол тоже, ну там не видно, тоже добавил клея. В принципе проверил, поставил перо руля, сюда вставлял, вот так визуально посмотрел, то есть все ровно. Ну на камеру я не знаю, вряд ли это будет видно, но вот так вот вставляем перо и смотрим. Вот когда мы смотрим на перо, у нас в принципе не должно быть видно вала. Все ровненько получилось. И теперь, как я уже говорил, вот здесь вот термоклеем, уже нагрел термопистолет, термоклеем зальем вот здесь вот вокруг этой трубки. Для того, чтобы он максимально быстро схватился, и эта трубочка уже никуда у нас не сместилась, потому что она сейчас находится в свободном таком положении, пока этот клей, титан, будет застывать довольно долго, то термоклей
клей эту трубочку уже прихватит, и она точно никуда не согнется, потому что титан еще может где-то дать, возможно, какую-то небольшую усадку, и чтобы она никуда не сместилась. Эта верхняя часть чисто как поддержка. Внизу у нас герметичность, где корпус, а здесь именно просто как поддержка. Разогрел максимально до 220 градусов. Главное не попасть в середину. Вот так. Все, он сейчас быстро застынет, и уже эта трубочка будет держаться здесь намертво. Пока застывал термоклей, я тем временем подготовил рулевые тяги, отрезал 2 куска спицы по 75 мм. Я так прикинул, что вот если это будет стоять здесь, то как раз будет хватать, и еще по сантиметру будет запас с обеих сторон. Так, тяги я подготовил, и теперь будем собирать дальше. Конечно, в идеале, вообще в самом идеале, это чтобы полностью застыл основной клей, на который мы все это клеили. Но титан засыхает довольно долго, особенно на больших слоях, и мне не хочется как бы растягивать съемку видео на целую неделю, поэтому аккуратненько сейчас мы это все сможем закончить. Главное не делать каких-то больших усилий на кронштейн, и ничего у нас не сместится, все будет нормально. Но если вы будете собирать самостоятельно и как бы время не поджимает, то можно вот в таком состоянии все это оставить на недельку и потом уже закончить. Ну, я закончу сейчас. Значит, тут осталось в принципе немного. Берем перо руля, вставляем его в трубочку. Так, здесь можно, кстати, взять какую-то тряпочку и поставить, упереть перо на нее, чтобы оно всегда было прижато снизу. И теперь сюда нам необходимо накрутить, точнее зафиксировать вот эту качельку. Не забываем про пластиковую шайбу. Теперь наша задача одеть качельку, выставить таким образом, чтобы у нас перо руля визуально стояло ровно и перпендикулярно смотрела качелька. Затем все эти фиксирующие винты я смажу фиксатором резьбы и хорошо затяну. Ну, сделаю это за кадром, тут в принципе уже все понятно, чтобы не затягивать сильно видео. Так, ну вот, качельку на руль я уже тоже поставил, все выставил ровненько. И даже если что-то здесь не совсем ровно, еще самими тягами можно отрегулировать. Тяги у нас будут вставляться вот таким вот образом. Как мы видим, тяга вставляется довольно легко. То есть качельки находятся на одном уровне, так как мы и хотели. Вот так это все устанавливается. Фиксируется гужонами. Что, собственно, мы и сделаем сейчас. Все гужоны тоже сажу на фиксатор резьбы. Так, затянул. Кстати, забыл сказать, вот эти вот все гужоны лучше всего затягивать, когда у нас подключен сервопривод к пульту, чтобы он был зафиксирован в своем центральном положении. Потому что если его мы выключим, то он
будет... Вот выключаем. И во время затягивания он будет у нас постоянно вращаться. Это будет неудобно, не совсем точно. Поэтому мы подключаем. Вот оно выравнивается. И тогда мы уже все это затягиваем. Фиксатором резьбы я все обработал. То есть какие-то будут вибрации. А они обязательно будут. Здесь ничего не раскрутится. Перо, в принципе, я так визуально выставил его по центру. Конечно, уже окончательный ровный ход мы сможем настроить непосредственно на открытой воде. Сейчас идеально ровного хода, конечно же, вот так на столе мы сделать не сможем. Кстати, в пульте есть настройки, то есть даже если это мы все вот так соберем, и вдруг, когда выйдем на воду, корабль будет клонить, например, там влево или вправо, то с помощью настроек пульта мы можем это перо выставить так, как нам надо. То есть скорректировать, допустим, если он пойдет, клонить его будет вправо, мы сможем немножко его, само перо наклонить левее и тогда выставить ровный ход. Ну а вообще все это работает вот таким вот образом. Сейчас немножко отдалю. Вот. Вот. Все работает, видите, перо. Система работает, все как положено. Сервопривод идеально слушается джойстика. Я чуть-чуть нажимаю, малейшее движение, и он уже отрабатывает. Можно поворачивать очень и очень плавно. Вот так вот получилось. Теперь это все будет спокойно себе застывать. Ну а пока это будет застывать, в следующей серии мы уже будем работать непосредственно с крышкой. От днища мы уже не зависим. Оно может застывать себе там неделю, даже может больше. А в следующей серии мы будем уже заниматься установкой механизма для сброса бункера. Тоже будет очень интересная серия. Ну, я не думаю, что это будет слишком сложно. Здесь, по крайней мере, в отличие от руля, по крайней мере, здесь я хотя бы понимаю, как это должно все происходить и как это все надо устанавливать. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. Если еще не смотрели предыдущие серии по сбору кораблика, обязательно смотрите. Там много важной информации. Ну и также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Там еще тоже много чего будет интересного и полезного.